soothe your pain. I won't ease your strain. I'll seek you out, flay you alive. One more word and you won't survive. And I'm not scared of your stolen power. See right through you anyhow. I'll seek you out, flay you alive. One more word and you won't survive. And I'm not scared of your stolen power. Во всех отношениях всегда кто-то хочет рулить кем-то, но не по жизни. Начнем с меньшего. Знакомство. Высшее образование — это показатель? Нет. Чему-то мучат. Подчиняться, быть максимально активным по отношению к организации. Отдать все свое время и жизнь любимой работе. А почему? Вам никогда не покажут альтернативы. Вам не создадут условия, в которых вы будете сами принимать решения, если вы наемный работник. Хотя это вопрос другого видео. Любое знакомство несет с собой становление навыков и знаний. А какие вопросы слышим при знакомстве? Где учишься? Что закончил? Где работаешь? Это показывает уровень вашего развития? Нет. Как узнать? Только провести с человеком длительное время. Из-за ограниченной информации формируется стереотип. Если нет высшего образования, значит неуч, и он недостоин. А вот сразу вопрос сторонникам высшего образования. Сколько дней, недель, месяцев, лет вы можете жить и не работать? Как часто вы можете совершать покупки, которые вы хотите? И можете ли вы в любую секунду взять и улететь в любую точку мира? И учат ли вас, как создать пассивный доход и вообще целую сеть по всему миру с денежным оборотом более миллиарда УЕ в месяц? Это фундаментальный ответ на тему высшего образования. Образование несет рекомендательный характер, но гарантий вам никто не дает. Вас учат вероятности 15 лет, что вы закончите учебу и у вас все получится. Являются ли преподаватели ежедневными практиками? Может, их знания устарели? Может, фундаментальные знания переросли в феноменальные? Те стереотипы, которые вас приведут в тупик. После получения диплома актуальность знаний обычно не успевает за прогрессом и опять переучиваться. А там семья, дети. Мы становимся заложниками работы. Второй стереотип. А как ты живешь, если не работаешь? А в школе, институте не научили тому, что можно создать условия, которые будут вам приносить доход? Что не обязательно жить с утра до ночи, работая. Хотя этот процесс практически неизбежный, когда речь идет о первом капитале. В этом мире все доступно, абсолютно все. Недоступно лишь тем, у кого есть убеждение, что недоступно. Стереотип. Третье. Реально и нереально. С детства мы слышим от родителей и знакомых, что реально, а что нереально. Был ли этот человек в этой ситуации, пробовал ли он вообще это направление? Если это был негативный опыт, с чем он связан? Может, он просто сдался. И возможно, в то время это было не актуально. Если вы что-то пробовали и не получилось, можно попробовать еще и еще. Любые ситуации цикличны, но хаотичность присутствует. Вы можете посмотреть на этого человека, который вам преподносит нереальность события. Посмотрите на его жизнь. Это и есть ответ, реально или нет. Чужой совет,
чужое будущее. Если человек успешен и есть чему у него научиться, то у него стоит брать совет. Желательно, конечно, иметь свое мнение. После можно подкорректировать ваше мнение и мнение компетентного человека. 4. Правильно и неправильно. Какая разница, какая дорога приведет вас к цели? У любой ситуации есть множество вероятностей развития. Все не перепробуешь, жизни не хватит, но оптимальный вариант есть всегда. Все сводится к действию или бездействию. В любом случае первое предпочтительнее. Попробовали и пошли дальше. 5. Прошлое, настоящее, будущее. А вдруг то, а вдруг это? Это страхи перед будущим. Есть много неизбежных ситуаций. Да, действительно, им место быть. Но жить с мыслью, что это вот-вот произойдет, не имеет смысла. Эти вопросы изменят отношение к сложившейся ситуации. Если это прошлое или будущее, меняет ли что-то наше переживание? Если нет, то смысл. Страх – это энергозатратный процесс. Направьте свою энергию в нужное русло. 6. Мужик должен. Муж – это мысль, зовущая жизнь. Творец или могущий удовлетворить жену. Папа – это покой и оберег. Отец – он твердо есть цель. Мужик – это уменьшительно-ласкательное. Нож – ножик, огурец – огурчик. Мужик должен. Где мы слышим чаще всего это слово? В договорах, с английского в контрактах. Там все оговаривается. Она должна. Она будет это делать тогда, когда родит. А пока на тебе тренируется. Или понравилось быть маленьким мальчиком, которому все на ложечке принесут. Может, пора что-то создать, но в отношениях все на добровольных началах. Должен, должна – это ваша личная фантазия. Указали в договоре, как на Западе. И будет все расписано по часам. Пожизненный сценарий. Хотите такой жизни? Делайте. Если вы действительно думаете, что в этой жизни вам кто-то должен, то это исключительно продукт вашего воображения, убеждения. Это заранее убыточное направление, кроме покорных, управляемых. Если выбрали уверенного, сильного, мужественного, то не проще ли идти за ним по жизни? Представьте, большой небоскреб, он строил его годами, а тут пришли вы и хотите корректировать его некоторые черты, которые являются фундаментом этого здания. Кем вы хотите ему быть? Архитектором или тем, кто будет дополнять и поддерживать это сооружение? Выбирать вам. 7. Ожидание и действительность. Соответствуют ли ваши требования вашим возможностям? Хочу подтянутую, умную и богатую. А вы такой? Или хочу богатого? Хорошо, он состоятелен. А у тебя хватит ума управлять этим и приумножать? Поймите же, если вы ищете мужчину с достатком, если ко всему он сам пришел, а не мама, папа, дедушка, бабушка, все далее, то он инвестировал очень много своего времени в развитие себя. Он также будет пытаться инвестировать и в ваше развитие. А просто потреблять любой может. Критика. Если критикуешь, соответствует. Любое высказанное имеет основание. Как показывает практика, чем больше критики, тем вернее направление. Если о нем, конечно, знают. Если вам в ком-то что-то не нравится, это очередная ваша фантазия. Если вам что-то вечно не нравится, измените то, что не нравится, или поменяйте к этому отношение. Если вы думаете, что
кто-то умнее, красивее. Если это спор, а не ваши убеждения, докажите на практике. Опросите хотя бы 1 миллион людей и для сравнения ставьте в ряды знаменитостей. Это будет реальный и показательный эксперимент. После каждого убеждения и критика меняется. Критика без аргументов и критики – это утиные истории. Если ваша критика целесообразна, то давайте подумаем, чему меня это научит или дополнит. Станет ли качество жизни лучше, добавится ли здоровье, появятся ли новые связи и какова цель этой критики. Понимание этих вопросов приблизит вас к объекту, критикующего вас. Если вы хотите рулить, то надо знать курс. А были ли вы в конечной точке? Хватит ли у вас информации о точке назначения? Есть ли у вас все инструменты для достижения цели? Что даст вам эта цель? Насколько она вас приблизит к конечной? Хорошо и удобно манипулировать кем-то. Но что вы взамен получаете? Кошелек, статус, а может потерянное время? Позже придет осознание, что самый бесценный ресурс – это время, который нам дан для изучения. Рано или поздно все стереотипы рухнут, придет осознание. А готовы ли вы на это тратить годы жизни? Или может стоит сейчас задуматься о своих убеждениях и к чему они приведут? Как жить с ними? И помогут ли они вам стать успешнее, счастливее, здоровее? Сильные ищут доводы, слабые отговорки. Может, пора закончить эту войну, которую мы развязали сами с собой?